Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардюа, и сегодня мы будем творить контент. А какой конкретно контент? А давайте я вам заспойлерю. В общем, мы будем играть через рыцарей, через Кири ДК, тут как раз есть подходящие реликвии, тут еще есть легендарный Омник, и надеюсь, что все карты сложатся, все звезды на небе сойдутся, и соответственно у меня получится сыграть на рыцарях. Правильно? Правильно, поэтому что, погнали. Усаживайтесь поудобней, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и соответственно хорошего вам дня. У кого рабочего, то тоже хорошего вам рабочего дня, но отчасти я вам сочувствую все-таки. И, ребят, я хочу напомнить, что если вы пропустили мой стрим, то во вкладке трансляции на ютубе есть, соответственно, записи всех моих стримов, поэтому можете туда перейти и посмотреть стримы, которые вы пропустили. Поверьте, там очень много годного контента. Вот, и хочу напомнить то, что сегодня выходит патч. Для вас это сегодня, для меня это завтра. Выходит патч. И патч довольно-таки приятный. Это, наверное, единственный патч, который мне в действительности понравился. Там нерв инсектоидов, нерв антимага. В общем, много чего интересного. Поэтому, кто не видел анонс этого патча, то в моем телеграм-канале есть, соответственно, анонс. Поэтому туда переходим, читаем, что там поменяли. И еще такой вот момент, я хочу спросить, соответственно, у своих зрителей. Нужно ли делать обзор на этот патч? В комментариях, соответственно, ответите. Ладно, давайте погрузимся в каточку. Не забываем поддержать данный ролик своим лайком. Обязательно надо лайк ставить, 100%. Поэтому жду ваш лайк. Жду ваш лайк. Блин, пока непонятно, что мне приходит. Ни одного рыцаря конкретно со старта, зато рубрика все по 2 начинается, походу. 2 тиника сейчас у меня есть. Кто будет еще второй? Давайте. Кто откроет эту рубрику? Если что, я сейчас никого не покупал, чтобы выйти в 10 монет плюс. Ну-ка. О, молот грома. Сюда эту прикормку. А, ну, 2 жреца тролля мне пришло. Ну, я же говорю, что рубрика все по 2 открывается. Ладно, выйду в 5 уровень. Сделаю себе 5 фигур. Сделаю себе 2% шанса выпадения фиолетовой фигуры. И дай бог, чтоб мне пришел ранний ДК. Если придет ранний ДК, то все будет хорошо. Не придет. Ну что ж, это будут пасочки. О, там уже 2 Марси. Понимаю. Кстати, я хотел сразу вам сказать, то, что у меня работает вентилятор. Сегодня я без вентилятора не могу снимать, потому что я растаю. И я не думаю, что вы захотите это увидеть, как в прямом эфире растаивает человек. Правильно? Правильно. Поэтому работает вентилятор. Я надеюсь, конечно, что его не будет слышно на запись. Но если будет, то уж простите меня сегодня. Сегодня надо, понимаете? И, наверное, всю эту неделю тоже будет надо. Потому что мне обещают плюс 40 градусов каждый день. Ну, в течение недели, надеюсь, дальше пойдет на спад, градусов так до 20. Ну, по крайней мере, хочу в это верить. Так, первый рыцарь ко мне пришел, отлично, работаем. Работаем и выходим в 10 монет. В 10 монет. Если сейчас проиграю раунд, то, соответственно, я продам эльфийскую волшебницу. Если же нет, то, соответственно, живем. Живем, кайфуем. Ой-ой-ой, какие там столы грозные собираются. Не я один с рубрикой все по 2 сижу. Ну ладно, что ж, погнали. Перчатку я не хочу скипать, потому что, ну мало ли у кого-то тоже будет орк-охотник. А эта перчатка кабанчика схавает со старта, и мне будет намного комфортнее играть. Я думаю, тут, ну, как бы вы и сами это понимаете. Правильно? Правильно. Самое главное, чтобы мне сейчас шли рыцари. И самое главное, чтобы они рано пришли в 2 звезды. Потому что если рыцари не придут мне в 2 звезды довольно-таки рано, то будет очень неприятно. О! Легионка, сюда! Хе-хе. Отлично! А мне такое нравится. Кстати, у легионки 800 хп, перчатку передам сейчас. Отлично. Поехали. Контент пошел. 16 монет надо, чтобы выйти в 6-й. Ну, распродавать всех, чтобы выйти в 6-й, я пока что не буду. Может быть, на следующий раунд так и сделаю. Потому что, по сути, надо даже в 6-й выйти. Мало ли мне придет реально ДК пораньше, чем он обычно приходит, когда ты целенаправленно собираешься играть на рыцарях. Правильно? Правильно. И сразу говорю, я буду покупать антимага в этой катке. Без него здесь игра не пойдет, потому что я буду играть через рыцарей. И как минимум мне нужен ДК в 2 звезды, чтобы реализовать свой билд. Ну, ой-ой-ой, ой-ой-ой, хорошо. Ай-яй-яй. Давай, давай, давай. Срабатывай пассивочка, давай. Давай, давай, хилимся, живем.
Хорош. Отлично. Еще и баф рыцарей сработал вовремя, когда Марс свой щиток накидывал. Но Тинкер всех порешал в любом случае. Пока что все отлично. Тьфу-тьфу-тьфу. О, еще один рыцарь. О, еще и баф гоблинов. С мехами. Шикарно. Вот так. И давайте, наверное, выходить в 20 монет. Сейчас будем смотреть на этот раунд. Выиграю. Соответственно, никого не продаю. Проигрываю. Соответственно, придется лишиться эльфийской волшебницы. Я ее уже заранее, короче, продам. Я просто так подумал. А зачем она мне вообще нужна? Незачем. Правильно. В самом деле, хорошо, что здесь есть Омник. Но меня больше смущает то, что здесь, скорее всего, будет синергия кунг-фу. А все мы прекрасно знаем, что такое синергия кунг-фу и как она работает. Она может, скажем так, быстренько всех вынести, а может и не так быстро всех вынести. Ну, это вы и без меня прекрасно знаете, да? Ну, вроде бы тащу этот раунд. Блин, если мне ранняя легионка придет в 2 звезды, это будет шикарно. Жалко, у меня мех умер. Так бы получил халявный ролл. Но. О, вот это я понимаю подгон. Правда, на 8-м раунде мне такой подгон пришел. Ну, ничего страшного, правильно? Ничего страшного. Конечно, мне бы хотелось ранний баф рыцарей. Но имеем то, что имеем. От этого и будем играть. Там вон чувак с ником Джет. У него 2 луны, 2 бэтрайдера. Нормально. Живет молодой. А, я раунд проиграл. Ну не удержался я, чтобы не посмотреть, проиграю я раунд или нет. Не удержался. Ну... Ай-яй-яй. Да, обидно, конечно, обидно. Ну ладно, ничего страшного. 1 хп потерял всего лишь. Выходим в 50 монет плюс. О, 2 гоблина-убийцы. А надо Лену мне? А не надо, выйдем в 40 монет плюс. Чем быстрее я выйду в уровень, тем будет мне лучше, правильно? Я тоже так думаю. Возможно, у меня получится в этой игре сделать 12 уровень. Doom. Понял. Кто еще покажет скилл? Ну, алхимик 50 на 50, но тоже как бы шанс 2% на выпадение фиолетовой фигуры. Ребята достают уже себе фиолетовые фигуры. Сильно! А тут воины собираются. Неприятно. Если здесь соберется воин, то мне по-любому понадобится перчатка 4-го тира. Потому что без перчатки 4-го тира мне будет... Ой, как больно. С перчаткой 4-го тира мне будет полегче. В разы полегче. Где же мои рыцари? Мои любимые рыцари. Жалко опять, что я проиграл этот раунд. Ну, не я проиграл этот раунд, а легионка не выжила. Выжила бы легионка, тогда было бы все хорошо. А так... Ой, что-то я обсчитался немного. Я что-то подумал, что мне хватит 1 раз купить сейчас уровень. И у меня будет 6-й, но нет. Немножко промазал, немного просчитался. Ничего бывает страшного. Вы слышали, как я только что это сказал? Жесть. Гений. Оговорился немножко. Бывает. Бывает, ничего страшного. Ну хоть на мобах не откисни, пожалуйста. Не откисни, живи. Да. О, Мамора. Это отлично. Теперь остается только ждать. Ждать, когда ко мне придет ДК. Как только он ко мне придет, я его сразу запихну в Мамору. И давайте так, сыграем с вами в игру, на каком раунде ко мне придет ДК. Заветный мой любимый ДК. На каком же ты раунде ко мне придешь? О, Лон-друид. Сюда. Да.
Клинок минус 6 брони сюда. Это хорошо. Так, надо дальше брать уровень. И ждем заветного ДК. Как только ДК приходит, я его сразу в гнездо Маморы запихиваю. И все прекрасно. Тут непонятный билд пока собирается. Пока живем. Вроде выигрываю. Только не умри! Не умри! Ух. Живет. А то мало ли. Мне надо, чтобы легионка жила. Кунка! Здорово! Как твои дела? Ты мне нравишься. Может, реально получится у меня собрать 6 людей и выйти максимально в уровень. Желательно, конечно, 12. Чтобы я мог поставить себе 6 рыцарей, 6 троллей и при этом не упарываться в скорость атаки. Как? Ты... Как? Чел нашел себе лон друида в 2 звезды на 12 раунде. Как? Я худею. Я почему в таком удивлении сижу? Все просто. Когда я играю на зоопарке, то мне так не приходит. Я в шоке. Может, я тоже так хочу, чтобы мне приходило. Да. Еще эти сверчки за окном меня бесят. Каждую ночь серенаду такую поют, причем в унисон уже начали. То они, знаете, как-то по очереди, с перерывами. А тут уже в унисон. Непрерывно минут 10, 20, 30, 40. Но меня там чел удивляет. Лон друидов 2 звезды на 12 раунде. На 5 уровне. Вот кто помнит, как я собирал себе лон друидов 3 звезды, тот понимает, о чем я говорю и почему я так негодую сейчас. Не умри! Не умри, пожалуйста, не умри! Живи! Где мой 6-й рыцарь? Алло. Ладно, поставлю, короче, гнездо Маморы. Чтоб как только у меня на горизонте появился ДК, я сразу его запихнул в Мамору. Так, у него там тоже Мамора. Марси. Понимаю. Здесь будет 100% кунг-фу, поэтому рыцари мне не помогут. А тут Дум собирается. Ну, кстати, Дум в 3 звезды будет больно. И вот он ко мне пришел. Неожиданная ты радость. Как там говорится, детская неожиданность. Корни с первой тычки, понял. Хорошо, что у него хотя бы нет урока войны. Был бы у него урок войны, у него бы Мишаня так дамажил. Хускар, это хорошо. Вместо Луны поставлю. Пока что-то как-то не очень идет. Но благо у меня куча хп. Могло быть намного меньше. Ну, скажем так, пока что меня все устраивает. Правильно? Пока что. Тут тоже Марси собирает. Я понял. Я понял. Будет кунг-фу. Угу. В принципе, смотрите. Если у меня получится собрать Кири ДК, то, соответственно, я смогу поставить синергию духов, чтобы у меня было время, чтобы мой ДК накидал урона. Правильно я понимаю? Правильно. Есть еще, кстати, мастерская Бума, что тоже неплохо ко мне зайдет. Есть еще и дух пятерка.
кстати. Я за него совершенно забыл. Легендарный дух. Это отлично. Наверное, на 9 уровне я буду ролиться. Еще и маска берсерка мне упала. Отлично. Начало пока хорошее. Только вот есть несколько минусов. О них, я думаю, вы и сами прекрасно осознаете. Да? То, что у меня все фигуры в одну звезду. Вот что за минусы. Охотник, раз воин, 2 воин. Да, еще и там рыцарь собирается, помимо этого всего. Ладно. Окей. Тут я раунд проиграю. Я его тупо пробивать не смогу. Он еще и чистым уроном бьет с руки, поэтому да. Хотя... Не. Даже не успеет догореть. Но зато у меня 8. Из плюсов. Еще инвестицию хорошую сделал. Купил инчу, продал. Ладно. Сложный выбор был. Очень сложный. Поставить Джаггернаута или не поставить его. Тут охотники. Но по сути охотника я должен в легкую порвать. Но только если бы у меня был стол в двухзвездочный. А так как у меня стол не двухзвездочный, пока как-то больно. Ну и 6 рыцарей нету. Да. Ладно, на 9 уровне будем ролиться. А там уже по накатанной пойдем. Правильно? Я думаю, правильно. Ну да, по сути мы никак больше ничего сделать и не можем. Надо дожидаться 9, терпеть, терпеть, еще раз терпеть. Правильно? Правильно. Сам сказал, сам утвердил. Там и антимага он уже нашел, понимаю. Лондруида ему мало в 2 звезды, так он еще и антимага нашел. Мне он тоже нужен. Еще одни воины. На самом деле, если здесь будет много воинов, мне по-любому нужно будет искать перчатку 4 тира. Без перчатки 4 тира меня здесь аннигилируют по полной программе. Вдоль и поперек. У меня просто 10 раундов простояла Мамора. Не факт, конечно, что там бы ДК нарисовался в 3 звезды в ближайшее время, но... Надежда умирает последней. 6 из 9. А у тебя 5 из 9. Хорошо. 6 рыцарей уже на 1 месте собрал. Понимаю. ДК нашел на 7 уровне. Сильно. Сильно. О! О! Наныл!
Наныл усиление, наконец-то. Наконец-то я наныл усиление. Вообще прекрасно. Мне бы, конечно, найти 6-го рыцаря и поставить 6-го рыцаря. Антимага в Мамору я закидывать не буду. Думаю, сами прекрасно понимаете, почему. Хана уже там раскрыли. Угу. Под шлемом Ареса он его нашел. Понял. Будет классно, если сейчас 2 легионки выживут. Если они вдвоем выживут, я потом сделаю улучшение, и у меня легионка, весь баф урона, который настакала 2-я легионка, будет суммирована вместе с оригинальной легионкой. Короче, вы поняли. Только она умерла. Ну ладно. О, мастерская бума. Хоть какая-то радость. О, наконец-то они ко мне пришли. Наконец-то, боже мой. Ладно, продам их, чтобы выйти в 50 монет плюс. Да. Как ты это сделал? Ладно. Окей. Девять рыцарей собралось. Ой, 9 рыцарей. 9 воинов. 9 рыцарей. У меня уже рыцари головного мозга. Больно. Вдох, выдох. Надо будет 4-й тир искать, только мне нечего пока что перековать. Может, баф людей уже разобрать? 3 воина в этой игре будет. И 1 зверь. Если зверь будет через зоопарк, будет больно. Он там за раз сможет мне все лицо оторвать. Охотники через антимага, судя по всему, будут. Это получается через мантию короля. Надеюсь, конечно, тебе не упадет первым предметом мантия короля. Хотелось бы мне в это верить. Ну, чуть-чуть добить. Нормально. Чуть-чуть добил. Тает. Тает это хорошо, но мне его некуда пока ставить. И варлок хорошо. Бабка, отлично. Вместо луны пойдешь. Наконец-то усиление на 23-м равне. Наконец-то ДК ко мне пришел. Боже! Наконец-то. Так. Нужен антимаг в 2 звезды. Закон подлости. Когда я не играю через какую-то легендарку,
мне приходят эти легендарки. Ну, вы это уже оценили, да? Мне целых 2 легендарки пришло. Только мне они не нужны по факту. Да, мне тут по-любому нужна будет перчатка 4-го тира. Хочу этого или нет, она мне необходима будет. У меня аж собака загавкала, я аж сам испугался. I'll turn them into shark food. 25% идет то, что мне пока не надо. Ладно. Разберем пока баф людей. О, ДК, наконец-то. Если бы у меня не было антимага, мне было бы очень тяжело. Сейчас посмотрим, что мне на 25-м раунде упадет. Не надо будет перековать предметы. У меня нет времени терпеть дальше. В 2 звезды, так в 2 звезды. На автопокупку поставлю, может, ты будешь ко мне хорошо приходить. Будешь хорошо приходить, будет отлично. Не будешь хорошо приходить, ну иди ты в баню. Не хочешь, чтобы я рыцарей записывал? Ну и не буду записывать рыцарей. На самом деле, надо сейчас держать кулачки за то, что когда я сделаю перековку предметов, мне придет перчатка 4-го тира. Желательно первым предметом. Если первым предметом перчатка не придет, то эти 9 воинов меня разорвут в пух и прах. Ой-ой-ой. Прекрасные предметы. Ёп. Это жесть. Один из худших предметов мне сейчас пришел. Какая боль. Какая боль. Ну хотя бы вторым предметом, я надеюсь, мне придет то, что надо. Мне бы хотелось в это верить. Там, кстати, боги плюс 6 рыцарей. Интересно. Зверь огромный, конечно. Ладно, я надеюсь, кто-то сейчас вылетит. И я смогу этот камень Киры перековать. И буду надеяться, что мне упадет то, что мне надо. Хочу в это верить, по крайней мере. Еще мне нужен антимаг в 2 звезды. Без антимага будет туго. Пока он будет экономить мне хп, а дальше уже посмотрим. 9 хп у молодого, хорошо. А он синергию кунг-фу поставил. Это плохо. Может поставить баф троллей, чтобы у меня было немного больше скорости атаки. Как раз Хускар пришел. Да. Грустно. 3 воина таких. Синергия Киры. Понял. Вопросов больше нет.
Может найти тоже себе синергию Киры и улучшить пока свой стол. Добавить себе синергию чернокнижников плюс синергию Киры. Но при этом мне придется продать Кунку и убрать Хускара. Как больно. Да, наверное, придется так и сделать. Будем искать сейчас энергию Киры. И хоть как-то реализовать этот камень Киры. Что еще делать? О, антимаг, отлично. is every last. Есть еще алхимик. Берем. Wonder if my assistant would like being a suit of armor. Попробуем сейчас так сыграть. Антимага продавать не буду. В 2 звезды соберется, будет отлично. Вот так сделаю. Кто не знал, как работает синергия Киры, смотрите. Видите, вот расстановку я сделал плюсиком. Вот эти вот крайние фигуры сейчас сожрутся. Как только я их съем, то я получу от них по 60% хп и атаки с руки. Но самый главный момент, который вы должны знать, это то, что когда я их съедаю, то они не должны превышать цену продажи той фигуры, в которой все это съедается. Вот так вот. Думаю, тут понятно, да? Ну, сейчас и посмотрим, насколько будет сильный мой ДК. 425 урона с руки, перевоплотился 625 и 5500 хп, 5300 хп. Не хватает. Слабо. Слабо, очень слабо. Без перчатки 4-го тира меня здесь вынесут. Надо терпеть. Надо терпеть и ставить антимага. Так, все по 4 монетки. В принципе, нормально. $32 хп. Тяжело играется. Мне вообще надо 10-й взять, судя по всему. Когда возьму 10-й, будет немного попроще найти ДК. Where are we going? Опять воин. Ну, такой антимаг, кстати, посерьезнее будет, чем ДК. Правда, Хускара нечем будет пробивать. О, мифриловые доспехи. Отлично. Хорошие новости. Если там у кого-то будет какой-то обезоружие и тому подобное, то мифриловые доспехи мне помогут. О, яйцо, отлично. Вообще прекрасно. Exercise every Идеально. demon. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока все нормально. Дальше мы пойдем только в уровень. Скорее всего, мне реально духи понадобятся. Духи будут хорошо работать как против кунг-фу, ну, так и против воинов неплохо будут работать. В общем, против всех будут неплохо работать, потому что там в основном физический урон с руки. Ну, вы поняли, короче. Там урон с руки у всех. Если бы там был магический урон, то это был бы уже другой билд. А пока играем на том, что позволяют. Я, наверное, возьму рейд ночных зверей. Если до него доживу, то я получу кучу предметов. И это будет отлично для меня. Если не доживу, то это будет печально. Ладно, разбираю. Да чтоб ты обделался, и воды не было. Там еще и берсерк есть. The world's messed up, not me.
Но зато, на самом деле, если получится, то игра будет очень интересной. Потому что она будет, ой, далеко не легкой. Вы, в принципе, все прекрасно видели сами с первого раунда, как мне все шло и тому подобное. И если я зайду в топ-3, то это будет замечательно. Но зато, кстати, ДК в следующем патче бафают отлично. Ой, не, надо отхил ставить. Без отхила я здесь откисну. Откисну так, что ну его баню. Бабка, давай работай. Давай, стреляй. Не получится его забрать. 22 хп. Надо выйти из инкама, наверное. Взять себе 10, да, сделаю таким вот образом. Так, отлично. Можно поставить баф чернокнижников. 20% лишними мне не будут. Живем. Пока что живем. 22 хп. Ой, какой там кунг-фу огромный. Ну, Челу на зверях тоже не повезло с предметами, судя по всему. Ему упал доспех экзорцизма, камень Киры. Нормально. Мы с ним вдвоем неудачники в этой игре. Но вот этот чел, который в самом низу, он жесткий стол собрал. Чистый урон с руки, плюс синергия кунг-фу. А тут в основном воины, плюс рыцари. Это в основном. Плюс у него уклонение от эльфов. Это будет жестко. Боже, что чел собрал? Какой-то бред, если честно. У него были идеальные звери, и по итогу вот реализация зверей. Ранний лон-друид. Обалдеть. Да, я буду делать себе синергию духов. Надеюсь, она мне поможет против кунг-фуиста. Если поможет против кунг-фу, будет хорошо. Сильно у него там. Через МК играет. Да, красиво он выглядит. Он еще себе сейчас МК в 3 звезды соберет, прикиньте. У него там двузвездочный МК и есть 4 однозвездочных. Если соберет его в 3 звезды, ой, как нам всем плохо будет. Так, вот воины. Ну, с бафом чернокнижником. Чернокнижников намного легче играется. Надеюсь, доживу до 35-го раунда. Надеюсь. Девять охотников. Мантии короля нету у 9 охотников. Это хорошо. Надо его вынести. Интересно, там воин. Кунка с драконьим рогом. Давай, 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 отлично! Минус охотник. Прекрасно. Замечательно. 35 раунд, я дожил. Теперь сейчас самое главное, чтобы не упала перчатка 4-го тира. Это самое главное. Мне кровь из носа необходима, эта перчатка. Без нее будет настолько туго. Даже трудно представить, насколько.
Омник. Боже, спасибо. Спасибо, что ты так пришел. Очень рано. Правда, ты не поможешь против того кунг-фу. Но против всех остальных поможешь. Будем решать проблемы по мере их поступления. Там 3 воина. Мне что-то кажется, что кунг-фу вынесет всех. Вот есть такое предчувствие, понимаете, что он всех вынесет. О, безоруш, отлично. Против кунг-фу замечательно. Еще кристалл призрака. Боже, как хорошо. О, Боже. Фартануло. Тфу-тфу-тфу. Фартануло, дай боже. Все это мне не надо. Взгляд Азеса классный предмет, но... Но. Придется пожертвовать. Что мне тут упало? Маска 5-го тира. Вообще шикарно, вообще прекрасно, вообще замечательно. The ocean is singing. Отлично, пока так поставим. Так, это кунг-фу. Ну перевоплотись, ну быстрее! Не на фулл хп, пожалуйста, не на фулл хп. Пять хп осталось, отлично. Живем. Яйцо упало, вообще прекрасно. I am inevitable. Stars, sparks. When you look, Одно яйцо, либо ДК. Надо разбирать уже. Надо ставить синергию духов. Ну? Ну фартани. Чуть-чуть фартани. Так, ну воина без шансов должен порвать. Чистый урон, это вам не шутки. Давай, давай, ДК, не подведи меня. Ой-ой-ой, отлично. Ну, как я говорил, я остался с кунг-фу. 1 на 1. Отлично. ДК в 3 звезды. Вообще прекрасно. Мне духи нужны. С духами будет проще играть. Scroll's my blanket, the brush my pillow. This is the life. МКБ. Да. Отлично. Идеально. Рыцари мне здесь не помогут. Там чистый урон, плюс ведьмаки, там много чистого урона. Безруш? Отлично, успел. Так, Джет ко мне пришел, снова кунг-фу. МК в 3 звезды. Живем, живем, живем. Плюй. Плюй, как никогда в жизни не плюл. Не плевал. Отлично. Это картинка, вынес картинку. Теперь так же самое надо вынести оригинала. Пересобирать нечего, да и не надо. У меня, в принципе, все замечательно. I am the Eggman. I am inevitable. When you look, a weary light, you drift into the void like a guest being back. The number one killer's in my bubble. Dare to explore? Ну что ж, момент истины. 1 на 1 с кунг-фу. Живем. Ну-ка. Серьезно?
2 ваншота подряд? Серьезно? Ну ладно. Если объективно посудить, то хорошая игра. Очень хорошая игра. Немного бы раньше мне фартануло на ДК. Немного бы раньше. Было бы все замечательно, но... Ладно, реально хорошая игра. Очень хорошая игра получилась. Но у него стол был посильнее, объективно. Там мне и добавить, по сути, нечего по поводу этой игры. Возможно, если бы немного раньше мне фартануло бы на ДК, немного бы раньше мне фартануло на предметы, то было бы все замечательно. Но катка шикарная, серьезно. Я получил тонну эмоций от нее. Вот прям вот такая катка. Жалко, конечно, всего лишь ДК показался в нескольких раундах. Но в следующем патче я тоже запишу ДК, буду целенаправленно это делать, но посмотрю под какие билды. В следующем патче ДК должен быть мощным героем. Его там апнули ничего себе. В общем, по катке мне нечего добавить. Может, что-то вы добавите. Возможно, мне стоило добавить Горн вместо Омника. И это бы мне помогло. Но не факт, конечно. Ну, в общем, давайте так. Что думаете по поводу этой игры, вы напишите в комментариях. Не забудьте поддержать этот ролик своим лайком, обязательно, чтобы ролик продвинулся в тренды рекомендаций. А кто на меня не подписан, обязательно подпишитесь как на YouTube, так и на мой телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи!